Дорогие друзья и гости моего канала, я очень рада приветствовать вас в заключительной 11 части мастер-класса по вязанию аликорна. Сегодня мы доведем нашу волшебную работу до финала. Вот хочу показать, как выглядит грива в готовом виде. В прошлый раз я показала принцип вязания. И вот так выглядит хвостик. Также в этом видео я покажу, как связать и оформить нагрудник, как вышить на нем солнышко, пришить копыта, сделать вышивку на ножках, утяжку носика и как вышить ротик. Обратите внимание, что для этого аликорна я связала нагрудник из оранжевой пряжи, а в предыдущем варианте использовала для этого желтую. Вы можете выбрать тот вариант, который вам ближе. Ну что, давайте оживим нашу сказочную героиню. Начинаем с вязания нагрудника. Сначала набираем 8 воздушных петель. Петля подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь со 2 по 7 ряд необходимо будет провязать 8 столбиков без накида. Мы будем соединять в круг и сразу вязать столбики без накида. И ставлю маркер вот таким образом. Вот в первую петельку. И сразу вяжу 1, вот в каждую полупетельку хвостик буду ввязывать, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последний 8 столбик. Это мы провязали второй ряд. И теперь до 7 ряда включительно мы будем вязать за обе полупетли. Вот так. Каждый ряд провязываем по 8 столбиков без накида. 1, 2, продолжаем, 7, 8. Это был третий ряд. И теперь вяжем с 4 по 7 ряд включительно самостоятельно. Провязала. Следующий 8 ряд. Прибавка. Семь столбиков без накида. 1, 2, продолжаем, 6, 7. Провязали 8 ряд. У нас получается 9 петель по кругу. 9 ряд вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, продолжаем, 8, 9. Следующий ряд, 10, 1 столбик без накида,
прибавка, и 7 столбиков без накида. 1, 2, продолжаем, 7. Мы провязали 10 ряд, у нас получается 10 петелек. Следующий 11 ряд мы провязываем 10 столбиков без накида. И в принципе, начиная с этого ряда до 20 ряда включительно, провяжем самостоятельно, потому что схема будет повторяться. То есть следующий ряд мы вяжем 10 столбиков без накида, потом 2 столбика без накида, прибавка 7, потом 11 столбиков, потом 3 прибавка 7 и так дальше. То есть, надеюсь, принцип будет понятен, чтобы видео не затягивать. До 20 ряда провяжем самостоятельно. Я провязала 20 ряд, закончила. Сейчас получается 15 петель по кругу. Со следующего ряда мы будем вязать поворотными рядами. Каждый нечетный ряд я буду провязывать изнаночными столбиками без накида. И соединительные столбики я не буду учитывать. То есть я их делаю, но в расчетах не учитываю, и при вязании я их пропускаю. Сейчас делаю соединительный столбик. Поворот. 21 ряд я буду вязать изнаночными столбиками без накида. Делаю воздушную петлю. Маркер можно, кстати, вытянуть, он не нужен. И вяжем 7 столбиков без накида, не считая вот этот соединительный последний. То есть первую петлю я пропускаю, а вот во вторую я вяжу со второй 1, вот таким образом, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка, теперь 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5 и соединительный столбик. Провязали 21 ряд, у нас получается 14 петелек. Поворот. 22 ряд, воздушная петля. Снова соединительный вот этот первый пропускаем, первую петлю. И со второй вяжем 1 соединительный столбик. Дальше 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. И теперь 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и соединительный столбик. Провязали 22 ряд, получается 13 петелек. Поворот.
23 ряд, воздушная петля, вот этот соединительный не считаем, пропускаю и со второй петли вяжу соединительный столбик, дальше 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, дальше 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5 и соединительный столбик. Провязали 23 ряд, получается 12 петель, поворот, 24 ряд, воздушная петля, соединительный пропускаем, в следующую петлю вяжу соединительный столбик, дальше 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, прибавка, 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5 и соединительный столбик. Провязали 24 ряд, получается 11 петелек, поворот, 25 ряд, воздушная петля, соединительный пропускаем первый, в следующую соединительный столбик, дальше 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, прибавка, 1 и снова 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 и соединительный столбик. Провязали, у нас получается 10 петель, поворот, 26 ряд, воздушная петля, не считая соединительного, со следующей петли вяжем соединительный столбик, затем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, прибавка, 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 и соединительный столбик. Провязали, у нас получается 9 петель, поворот, 27 ряд, воздушная петля, соединительный пропускаем, в следующую петлю соединительный, 3 столбика без накида, дальше 1, 2,
3, прибавка, и снова 3 столбика без накида. 1, 2, 3, соединительный столбик. Провязали, у нас получается 8 петель, поворот, 28 ряд, воздушная петля, соединительный пропускаем, в следующую соединительный столбик, дальше 3 столбика без накида, 1, 2, 3, прибавка, 2 столбика без накида, 1, 2 и соединительный столбик. Провязали 28 ряд, у нас 7 петель получается. Отрезаем ниточку и оставляю для сшивания вот этих частей. Вторая деталь вяжется точно так же. На одной я ниточку обрежу, а на второй оставлю для сшивания. Вяжем вторую деталь. Готово. Вот так получается. Когда мы их сошьем, получится вот такой нагрудник. Заправляю вот эту ниточку в иглу и будем сшивать. Вот так складываем детали симметрично и сшиваем за каждую петельку. Вот таким образом. И так по кругу. Вот необходимо будет сшить вот эти детали. Принцип, надеюсь, понятен. Вот за каждую петельку вот так сшиваем. Я покажу уже в готовом виде. Я дошила до того места, откуда начинала. Делаю закрепку. Ниточку не отрезаю. Я потом этой же ниточкой закреплю вот этот нагрудник к телу. Прикреплю, чтобы он не болтался. Вот такая деталь получилась. Сейчас свяжем для солнышка основу. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми, петля подъема, 1, 2, 3, 4, 5, 6, стягиваем. Вот, начиная с первой петли вяжем 6 прибавок. Первая, прибавка, хвостик ввязываем. Вторая, прибавка, продолжаем. Шестая, прибавка, соединительный столбик и ниточку отрезаем, оставляя для пришивания и вышивки. То есть оставляю я ее достаточно длинную. Заправляю в иголочку
и будем пришивать. Так как эта деталь будет пришита к туловищу, я буду прошивать насквозь. И делаю это вот таким образом, в виде лучей. То есть вот здесь солнышко расположено. Я пришиваю вот так. Это спрячем сюда внутрь. Здесь вот так. Тоже получается 2 лучика по сторонам. Сюда напротив. И теперь таким же образом между ними. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. Получилось вот такое солнышко. И теперь, чтобы лучики было лучше видно, я их еще по одному стежку добавляю рядышком. Вот так. И сюда вершину. И с этой стороны. То есть впритык. Вот сюда. Так. И с этой стороны. Принцип, я надеюсь, понятен. Продолжаем вышивать все лучики таким образом. Вот такое солнышко получилось. Сейчас делаю закрепку и ниточку прячу внутрь. Заправила оранжевую ниточку в иглу. Сейчас делаю здесь закрепочку. Вот это прячу внутрь. И теперь прикладываем нагрудник. И сшиваем. Вот так. Тоже по кругу. Вот таким образом. За каждую петельку сшиваем вот так по кругу, как жгутик будет. Вот я полностью сшила. Вот так выглядит. Делаю закрепку и ниточку прячу внутрь. Теперь заправила вот этот остаток в иголочку и закрепляю вот здесь внизу.
сейчас выведу вот сюда. И вот здесь по центру двумя-тремя стежками закрепляем. Так. И снова вот сюда. Здесь на обратной стороне я сделаю закрепку и ниточку спрячу. Вот так получается. Вот здесь делаю закрепку и ниточку прячу внутрь. И вот так выглядит. Теперь пришьем копыта. Разравниваю, одеваю. Здесь важно, чтобы вот этот огонек располагался четко спереди. И закрепляем иголочками. Так. Вот я его не натягиваю. То есть как ложится, так и есть. Вот эти повыше. Так, чтобы они были более симметричны. И точно так вот эти. Вот сюда. Так. Расположили. И теперь пришиваю. Как обычно. Подхватываю за ножку. И вот таким образом пришиваем. Я пришиваю не полностью, то есть вот здесь я не иду по каждой петельке, то есть немного вот здесь закрепляю вверх, потом перехожу вот так, закрепляю здесь верхушечку, затем здесь немного спускаюсь, закрепляю вот здесь, ну и так по чуть-чуть, то есть не полностью, не за каждую петельку. Сейчас чуть-чуть покажу. Вот так. Вы можете делать, как вам удобно, как больше нравится. Вот так вот здесь немного. И теперь спускаюсь вот сюда
в уголочек. И, в общем, так закрепляете, где считаете нужным. Как я делаю, я показала. Вот здесь по копыту я уже прохожу полностью. Вот здесь. Пришьем копыта, встретимся и покажу, как я делаю вышивку. Пришила копыта. Вот так выглядит. Можно оставить в таком виде, но я еще делаю вышивку. Точно так, как делала вот здесь. Заправила желтую ниточку. Прячу узелок. И вот таким образом возле вот этого оранжевого копыта я делаю вышивку для того, чтобы подчеркнуть вот этот яркий цвет. И прохожу таким образом по кругу, по вот этой пришитой детали. Вот. То же самое, принцип, надеюсь, понятен. Делаем самостоятельно. Готово. И вот так выглядит. Точно так повторяем на оставшихся ножках. А пока я покажу, как сделать утяжку ноздрей. Вот так выбираем место, где будет утяжка. Придавливаю. Прячу узелок. Опять же, во всех мастер-классах, в принципе, практически в каждом я показывала, как делать утяжку. Вот и вот такими маленькими стежками делаем складочку. Внизу шаг назад, вверху на шаг вперед. Вот так. Так. Сюда вывожу. И перехожу сразу на вторую сторону. Вот, чтобы симметрично все получилось. Делаю защип. И точно так же делаю по этой стороне. Готово. Сделала узелок и ниточку прячу. Лишнее отрезаю. Теперь сделаем вышивку ротика. Тоже длину выбирайте. Я сделаю вот здесь, где заканчиваются ноздри. Так.
вот здесь будет идти. Прячу узелок. Теперь вот здесь вкладываем. И вот сюда. Смотрю, чтобы просто было симметрично. И немного подтягиваю. Вот так. И второй раз сюда. И вывожу сюда же. И такой ротик получается. Здесь я сделаю закрепочку и ниточку спрячу. Вот так получилось. Сейчас сделаем вышивку на ножке. Заправила желтую ниточку в иглу. И вот здесь, в середине ноги приблизительно, прячу узелок. Вот так. И маленькими стежками вот таким образом делаю вышивку. Я здесь ряды так не считаю на глаз. Вот так. И заворачиваем по спирали. Делаем такой виток. Тоже размеры. Посмотрите, как вам больше нравится. Побольше, поменьше. Или может вообще вы не будете делать. Вот так. Можете иголочками сделать разметку. Я делаю вот так на глаз. Так. Теперь вот сюда вывожу. Вот возвращаю и вывожу в начало.
Вот такой завиток получился. Теперь точно таким же образом на глаз делаю вот в эту сторону, вот сюда зайду, вот такой завиток, и здесь еще один в эту сторону. То есть вот так. Надеюсь, понятно. Покажу в готовом виде. Вот и все, друзья. Наш сказочный аликорн полностью готов. Теперь у вас в руках не просто вязаная игрушка, а настоящее волшебное создание, в которое вы вложили свое время, любовь и терпение. Я искренне надеюсь, что этот мастер-класс вдохновил вас и подарил радость творчества. Спасибо, что прошли со мной весь путь от первых петелек до этой финальной детали. Не забудьте поделиться своими готовыми аликорнами в комментариях или социальных сетях. Мне будет очень приятно увидеть вашу красоту. Напомню, что по этой схеме основе можно связать лошадку, которую сейчас вы видите на экране. Также можно связать единорога или пегаса. Если я успею, покажу в следующих видео. А впереди нас ждет еще много интересных идей, мастер-классов и новых героев. Так что если хочется вязать еще, смотрите мои другие мастер-классы, жмите на подсказки на экране. И до скорых встреч, друзья! Пока-пока!